Госпереворот в России. Случайно раскрыт один из самых странных заговоров последних лет. Под суд пошли те, кого меньше всего ждали в списках террористов. Почему Кремль дал им по 20 лет? И чего на самом деле испугался режим? Исторический удар. Впервые с начала войны главный источник всех доходов Кремля пробил красную линию. Эксперты уже предрекают повторение сценария, который когда-то уничтожил СССР. Осталось совсем чуть-чуть. Кремль уже официально ответил на предложение о перемирии на Рождество. США наносят удар, а в мире объявлена новая военная операция. Пока все были заняты перемирием, сепаратисты пошли в масштабный разнос в стратегическом регионе. Нефть, границы и риск большой войны на новом фронте. Об этих и других самых главных событиях утро среды, 17 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Белоруссии и мире раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Перемирия на Рождество не будет. Старались, договаривались, ездили друг к другу для того, чтобы пресс-секретарь Путина вышел и заявил, что Россия не согласна на временную паузу. И тут же добавил знакомое «мы хотим мира». Но дальше звучит еще циничное. Перемирие, мол, нужно Украине для передышки и подготовки к продолжению войны. Если присутствует у украинцев и начинает доминировать желание подменить выход на сделку сиюминутными, нежизнеспособными решениями, мы вряд ли готовы в этом участвовать. Поэтому мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны. Мы хотим остановить эту войну, достичь наших целей, обеспечить наши интересы и гарантировать мир в Европе на будущее. И вот тут самое основное. Канцлер Германии Фридрих Мерц говорит о попытке дожать Москву хотя бы до рождественской тишины. В Берлине накануне прошли вторые переговоры Владимира Зеленского с американской делегацией. Зеленский говорит, Украина и США идею поддерживают, но все упирается в политическую волю России. Киев предлагает простую формулу «стоим там, где стоим», войска остаются на своих позициях и дальше работают дипломаты. Но Кремль уже дает понять, что менять свою линию не собирается. И еще одна деталь, которая все портит. Прошлое перемирие, которое объявляла Москва, пасхальное или к 9 мая, или рождественское, новогоднее, урожайное, Украина называла фарсом, потому что атаки не прекращались все равно, а нарушений, по словам Киева, доходило почти до 3000 за сутки. Теперь вопрос один, это будет реальная пауза или очередная вывеска для телевизора? Да и будет ли вообще? 4 подростков, самодельная бомба и цель – нефтепровод «Транснефть Дружба». ФСБ заявляет, в Липецкой области, в Лебедянском районе задержали ребят 14-17 лет, якобы по пути к трубопроводу. По версии спецслужбы, они искали быстрый заработок в Телеграм, вышли на контакт с сотрудником украинских спецслужб, поджигали объекты инфраструктуры за деньги, а потом получили координаты тайника со взрывным устройством. Следственный комитет добавляет к этому голливудскому сценарию роста и развития диверсионной группировки, устройства они успели забрать и после этого их взяли. Возбуждено дело о подготовке к диверсии. Это от 12 до 20 лет. Но в этой истории есть и второй слой. Российские власти уже снизили возраст уголовной ответственности по террористическим и диверсионным статьям до 14 лет, и спикер Госдумы объяснял это защитой от вербовки. Правозащитники из первого отдела предупреждали, во многих таких делах всплывают анонимные заказчики, обещающие деньги за поджоги, и не исключено, что за ними могут стоять именно провокаторы из спецслужб. Приговоры, по их словам, иногда держатся и на показаниях, полученных под пытками. На фоне войны нефтепровод «Дружба», по которому нефть идет в Восточную и Центральную Европу, уже не раз останавливался из-за аварий. А в августе 2025 года прокачка прерывалась после атак беспилотников. Теперь силовики показывают новую картинку. Диверсанты и снова подростки. Коварный заговор раскрыт. Праздник в одном из самых крупных городов мира мог начаться со взрывов. В Калифорнии арестованы 4, снова 4, но уже не в России. Власти говорят о сорванном плане на новогоднюю ночь с несколькими целями, включая иммиграционных агентов и их автомобили. Задержанный субъект планировал заложить рюкзаки с самодельными взрывными устройствами, которые должны были быть приведены в действие в нескольких точках Южной Калифорнии. Целями атаки были американские компании. Предполагалось, что взрывы произойдут одновременно, ровно в полночь в канун Нового года. Документы содержали инструкции по
по изготовлению взрывчатки и рекомендации, как не оставить следов. Наше расследование показало, что группа собиралась тестировать взрывчатку в пустыне. По жалобе, поданной в окружной суд США Центрального округа Калифорнии, им предъявили обвинения в сговоре и хранении незарегистрированного взрывного устройства. Первый помощник прокурора заявил, целью были логистические центры типа Amazon. В деле фигурируют 4, их называют участниками The Turtle Island Liberation Front, антиправительственной группы. Reuters не смог оперативно выяснить, кто их защищает и что это за люди вообще. Серьезный удар по России. Главный источник доходов практически перекрыт. Нефть провалилась ниже красной линии, и рынок делает вид, что это нормально. По данным Bloomberg, Brent впервые с мая ушла ниже $60 за баррель, и это уже не разовая вспышка, а сигнал. Нефти в мире стало слишком много, и спрос за ней не успевает. На цену давят и новые объемы от крупных производителей, и слабые данные по Китаю, и ожидание, что возможна разморозка логистики из-за переговоров вокруг Украины добавит на рынок еще больше сырья. Для Москвы это звучит как плохой прогноз погоды, только без зонта. По данным экономистов, доходы от экспорта нефти и топлива уже просели до минимума с начала полномасштабной войны. Это то есть за 3 года. А Уралс в ноябре опускались примерно до $43 за баррель. То есть даже без обвала добычи деньги высыхают просто потому, что весь рынок едет вниз. А дальше страхи только растут. Goldman Sachs допускает уход Brent в низкие 50 к концу 2026 года на фоне избытка предложения. И да, в соцсетях уже вспоминают, чем когда-то закончилась долгая дешевая нефть для СССР. И еще один удар по России. Удар, который зацепил самое сокровенное – квартиру Ларисы Долиной. Сейчас этим вопросом занимается суд, и там всплыло то, что ломает главную линию защиты. Покупательница Полина Лурье заявила, на сделке певица была полностью вменяема. Сама показывала квартиру, переписывалась, писала расписки о получении денег и, по словам Лурье, жестко настаивала на наличных. Справку из психдиспансера Долина, как утверждается, давать отказалась, но при этом продолжает преподавать в институте. Покупка этой квартиры не была инвестицией. Она была намерена купить дом для себя и своих детей, малолетних детей, в силу сложившихся у нее семейных отношений. И мы действительно никогда не признавали, мы оспариваем сам факт заблуждения в Долиной. По документам собственник уже Лурье, и она требует выселить певицу. А представительница Долиной, которую называют доверенным лицом Путина, заметно замешкалась, когда судья спросил, была ли эта квартира основным местом жительства. Раньше президент просто срывался на журналистов, а теперь приступил к действиям. Вы думали, Трамп только ругается на BBC? Нет, он реально пошел в атаку в суде во Флориде. Говорит, его заставили сказать ужасные слова. В Майами подан иск на сумму до $10 миллиардов. Трамп обвиняет BBC в клевете из-за монтажа его речи 6 января 2021 года в документальном фильме «Панорама». Он утверждает, журналисты склеили фразы «Марш к Капитолию» и «Fight like hell», так, будто это прямой призыв к штурму, и при этом BBC якобы вырезали призыв к мирной акции. Они приписали мне высказывания, которых никогда не было. Полагаю, они использовали ИИ или что-то подобное, так что мы подадим этот иск. Многие спрашивают, когда вы подадите иск? Даже СМИ не могут в это поверить. Они приписали мне ужасные слова, связанные с 6 января, которых я не говорил, а те прекрасные слова, которые я действительно сказал о патриотизме и обо всем хорошем, они не показали. Вашингтон тем временем нанес неожиданный удар. США теперь топят подозрительные корабли прямо с воздуха и представляют это как боевую операцию. Южное командование США нанесло удары по 3 малым судам в восточной части Тихого океана в международных водах. Военные заявили о 8 погибших, назвали их наркотеррористами, но публичных доказательств того, что эти люди были связаны с террористическими организациями, не представили. Самое токсичное в этой истории — масштаб и вопросы, а где суд? Это часть кампании, которая тянется с сентября. По данным СМИ, там уже около 25 ударов и не меньше 95 погибших. После скандала вокруг двойного удара, когда, как писали журналисты, добивали выживших после первой атаки, Конгресс усилил давление и требует объяснений.
Сепаратисты снова идут в разнос. Сейчас они объявили новую военную операцию, теперь в другом регионе. Официальная версия – зачистка террористических ячеек и укрепление безопасности. В реальности это выглядит как еще один шаг к тому, чтобы забрать под контроль весь юг Йемена и не дать ни хуситам, ни Аль-Каиде закрепиться в регионе. И это происходит сразу после их рывка на востоке. За последнюю неделю силы сепаратистов заявили о захвате сразу 2 пунктов с нефтью и границей с Оманом, и теперь расширяют кампанию на юго-запад. Результат может быть взрывоопасным. Внутри антихуситского лагеря раскол становится глубже, а разговоры о фактическом возвращении независимого Южного Йемена звучат все громче. Эксперты прямо связывают продвижение сепаратистов с поддержкой Арабских Эмиратов, и это усиливает конкуренцию с Саудовской Аравией за влияние в стране. Госпереворот в России. Раскрыт один из самых странных заговоров последних лет. Военный суд в Екатеринбурге влепил 5 уфимским марксистам от 16 до 22 лет строгого режима за терроризм и попытку свергнуть власть. Еще установить советскую власть. Подбор персонажей, как в среднестатистическом сериале Netflix. Врач, пенсионер, бывший депутат, экс-силовик и волонтер стали, по версии ФСБ, смертельной угрозой режиму из-за чтения Ленина и дискуссии о социализме. Ключевые показания дал бывший боевик так называемый ДНР. Обвиняемые вину не признали и кричали в суде «фашисты». В России можно бесконечно ностальгировать по СССР, с экранов ТВ, фашисты у каждого свои, но если попытаться обсуждать это все всерьез, то это уже госпереворот и 20 лет колоний. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.